Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Как-то с начала Нового года я уже запаздываю с новым видео, уже конец января, но я решила его сразу начать с видео, которое долго откладывала. Откладывала я его, потому что не было много идей по этому поводу. Я делала видео в прошлом году о камеях, как их носить сегодня более таким современным способом. И тогда в комментариях кто-то спросил, а как же носить броши-планки? Для меня брошь-планка – это сложный аксессуар, который трудно интегрировать в современный гардероб, а все свои украшения я все-таки люблю носить. Но с другой стороны, я столкнулась с такой проблемой, что мне нечего вам показать, потому что все такие броши, когда появляются у меня в магазине, их очень быстро на самом деле раскупают. Лично я считаю такую брошь, знаете, схожей с брошами-иглами. Это определенный вид украшения, он как бы отличается от обычных брошей, и поэтому часто коллекционеры собирают именно их. Но все-таки несколько идей у меня возникло, их сегодня вам и покажу. И первую идею крепления я сразу же покажу на своем жакете. Это идея крепления планок вдоль каких-то линий. То есть эти линии как бы подчеркивают форму самой броши. И здесь я ее прикрепила вдоль линии вот этого воротничка вместе со швом. Это брошка горизонтально ориентированная. Здесь маленькая камея. Но если брошь не имеет ориентации определенной, то ее можно прикрепить и вот таким вот образом вдоль бокового края воротника. Продолжая искать линии в одежде, такой линией может служить карман. Например, посмотрите, я вот приколола эту брошь-планку сверху кармана с клапаном на таком милитари жакете. Ну или если у вас просто карман на рубашке, тогда можно это сделать у входа в карман, вот здесь, если карман без клапана и без пуговицы, можно посерединке, то есть вдоль линии кармана. Ну и также вы можете искать любые линии в крое вашей верхней одежды. Но линии могут быть не только в крое, линии швов, но и линии рисунка. Например, вот я взяла футболку с таким прямоугольным принтом и вдоль стороны этого прямоугольника вот приколола эту брошь. И что интересно, как вы видите, здесь, во-первых, оранжевый принт на такую какую-то средневековую тему, скажем так, винтажную. Здесь была и футболка из серии Vintage. Ну и вот эта вот моя камея оранжевая, маленькая, она как бы здесь очень, как говорится, в тему встала и смотрится интересно. Учитывая то, что еще здесь есть, видите, внизу такая надпись, и она как бы балансирует, эта булавка с этой надписью вокруг принта. Если нет принта на футболке, здесь могут быть линии рисунка. Вот, например, так. И, конечно, я не могу не рассказать про комбинацию нескольких брошей. Комбинации брошей планок с другими брошками. Самый легкий и простой вариант – это комбинировать их с другими брошечками, приближающимися, скажем так, по форме
к брошам-планкам. Я бы не сказала, что вот эта вот антикварная брошка у меня это брошь-планка, но она такой вот продолговатой формы. И из таких планок вы можете насобирать, например, целую пирамидку. Если у вас большая коллекция брошей, в том числе и брошей планок, такую пирамидку можно создавать в разных вариантах, причем не обращая внимания на разные металлы. Посмотрите, здесь все металлы абсолютно разные у меня, и смотрится это великолепно. Ну или вот еще вот такой вариант комбинации планки с другими винтажными брошками. Если у вас обширная коллекция брошей, вы можете поиграться и подбирать варианты, когда вы это будете делать в реальности, а не у себя в голове, вы поймете, что брошки сочетаются практически все друг с другом. Ну и последний вариант покажу, такой уже продвинутый. Конечно же, это один из моих любимых вариантов. У меня есть вот такая вот, посмотрите, маленькая брошка-планка, но она у меня находится в стадии ремонта. Как вы видите, здесь не хватает кристаллов, я их вклею. И этот продвинутый вариант заключается в тщательном таком подборе композиций из брошей. Такой вариант, конечно, доступен только когда у вас большая коллекция и есть что комбинировать. Значит, к этой броши-планке я взяла вот такую вот брошь латунную с пейзажем и брошь с рисунком в технике дамаскин испанская. И вот таким образом их скомбинирую. В этой композиции брошь-планка играет роль такой разделительной линии. Если вы когда-то создавали такие вот геометрические орнаменты или надписи на компьютере, то такие линии узорчатые вы могли использовать. Вот здесь вот такой же самый принцип. Принцип комбинирования вот таким образом я рассказывала в одном из своих видео. Вкратце скажу, что здесь броши округлых форм, они и по цвету сочетаются, и по форме. Ну, можно сказать, что они подходят и по такому как бы визуально, по дизайну. В общем, составление вот таких композиций, мне кажется, самым интересным вариантом. Ну, в то же время, на мой взгляд, конечно, это сложновато делать, если коллекция ваших брошей не такая обширная. На сегодня это все мои идеи, и я надеюсь, вы поделитесь в комментариях своими мыслями и своими способами, как вы носите эти брошки-планки. Возможно, вы их просто коллекционируете, тогда расскажите что-нибудь о своей коллекции. Меня больше, например, волнует вопрос, почему именно эти брошки вы коллекционируете. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Здесь много интересного для тех, кто любит украшения и особенно винтаж. Всего доброго, до встречи в следующем видео.